Всем привет! Сегодня 12 сентября 2016 года. Уже как неделю мы в Турции. Вот в этом отеле Ноксин на заднем фоне находится. Погода изумительная для сентября. 33 градуса. Жарко. А плохой город. Все прекрасно. Хотел немного показать вам, какой пляж в этом районе Турции. Район называется Канаклы. Всем привет! Мы уже как неделю находимся в Турции. Место называется Канаклы. Отель называется Ноксин. Отель находится вот на заднем плане. Можете посмотреть. Хотел немножко рассказать, как мы здесь отдыхаем. Показать вам пляж. Пляж, кстати, когда я резервировал, картинка была очень красивая. Было такое впечатление, что песок прям заходит в море. Просто искусно сфотографировали, но на самом же деле в море заходить очень тяжело, там камни, валуны такие. Можно заходить, они не острые, но они бывают скользкие. Смотрите. Создается впечатление, что везде песочек. Вон пирс небольшой, оттуда можно прыгать. Прыгают многие. Ну, сам пляж немножко неудобный. Погода стоит прекрасная, 33 градуса целую неделю, нет ни облачка ни одного. Мы уже стали черными, загорелыми. Ну, как всегда это бывает, кто ищет, тот всегда найдет. Мы начали искать, где же тут все-таки, может быть, есть пляж. Где-то мельком я просмотрел в ютубе, было маленькое сообщение, что
блогер один сказал, что они нашли здесь пляж. Но ничего толком не описал, где этот пляж, какой это пляж, как туда попасть. Вот, если вы посмотрите, этот целиком пляж, он состоит из... ну, это такие естественные камни. Создают впечатление, что это забетонировали, но они, похоже, естественным образом образовались. Хотя вот возле некоторых пирсов там видно, что сделали бетонное такое ограждение, вот, типа волнорез. Вот посмотрите, вот этот отель Нокс-Ин, и от него нужно идти вдоль берега, по променаде. И если вы видите, дальше вон плакат, написано Конак Бич ресторан. Обалдеть, как они туда лодку затащили. Видите, на пирсе лодка. Похоже настоящая. Не манекен, не муляж. Вон видите, как муслимы загорают и купаются в одежде. Не знаю, как можно загорать в одежде, что это дает. Вот то же самое, как в сауну пришел, укутанный в шубу. Но людей мало. Середина сентября, прекрасная погода. Зачем лететь куда-то в Таиланд, когда рядом, вот оно. Такой ресторанчик. Вот цены, посмотрите сами. Цены в Turkish лира. На сегодняшний день 1 евро меняют на 4 Turkish лиры. Такое прибрежное уютное кафе. Вечером здесь приятно будет посидеть. Вечером температура, ночью температура от 20 до 24 градусов. Довольно тепло. Вечером воздух в Турции сухой, не как в Азии. Влажность низкая. И можно спокойно сидеть, наслаждаться вечером. Дышать морским воздухом. Кто-то на парашюте летит. Да, если вы задумали лететь в Турцию, я советую вам менять деньги в маленьком количестве. Если у вас есть карта, BC-карта, кредитная карта, мастер-карта или другая виза-карта, вы можете в любом автомате здесь поменять на Turkish лиры. И это будет вам намного выгоднее и удобнее, чем вы будете менять где-то здесь по месту. Например, в нашем отеле меняют 1 евро на 3,7 лиры. А мы ездили в Аланию, там в банках меняют на 3,95. Все равно получается немного меньше, если вы будете брать по карте. По карте вы чистыми получите 4 лева с 1 евро. Ну, соответственно, можете просчитать, сколько будет стоить доллар.
Евро сейчас растет. Уже за 1 евро вы можете получить 1 доллар 20 цент. Красотища тут. Смотрите, какая вода чистая. Ляпота. Я вот веду вас на этот пляж. Это так называемый private beach, приватный штранд, приватный пляж. А тут горы, посмотрите. А там на вершине тоже выстроены променады, там тоже дома стоят чуть дальше туда. Там вообще, наверное, неописуемая красота. Но море отложило свой отпечаток. Посмотрите, насколько металлические конструкции изъедены ржавчиной. Как-то на самотек все пускает. Фонарик тоже вон разбитый. Кругом одни враги. Да, ну вот нашли мы этот пляж. Посещение этого пляжа стоит 10 лиров. За эти 10 лиров вы получаете лежак, зонтик. Тут есть туалет небольшой. Вам предлагают здесь напитки по умеренным ценам. Ну посмотрите, здесь просто изумительный, конечно, песок. Уютная такая лагуна, но там можете между камней поплавать, понырять. Нам понравился этот пляж. Уютный. Водичка тоже очень теплая. Очень теплая. Я думаю, что порядка от 25 до 28 вода. Тут есть у них даже, вот когда будете по ступенькам спускаться, тут у них дальше там есть вода, можете так обмыться, принять такой маленький душ, ноги помыть. Это все входит в эти 10 лиров. Считайте сами, 10 лиров это 2,5 евро сейчас. Например, если в Болгарии вы там только лежак возьмете за 4 лева, за 4 евро. Тут находится такой Blackman, черный такой мужчина. Не знаю, вот туалет, посмотрите, входит тоже в эту стоимость. Такой он вот непринужденный, но все-таки есть. Вот там, видите, краники, вода. Вот тут можно направо можно помыться, а вот налево умываешь ноги. Вот такие ступеньки. Тоже будьте осторожны, не упадите. Но это надо меньше пить просто. Тогда все будет прекрасно. Ну вот так, вроде бы все. Вот, кстати, написано Open 8, Closet 19. Прилагается лицензия, что это все легально. Если вы берете на месяц, 50% скидка. Супер! Конак Бич. Так что, если будете в этих местах, посетите этот пляж. Получите удовольствие.
Тут тоже что-то было. Ха-ха-ха. Тоже враги. Раскурочили, вырвали. Тут вода. Не знаю, есть она, тут нет. Наверное, есть. Вот тут уже немножко опасно, посмотрите. Время ломает. Даже камень точит. Вода камень точит, и время камень точит. Ну тут, как я разговаривал с местными жителями, где-то с октября уже все-таки начинают идти дожди. До конца октября еще у них сезон. Можно приезжать, купаться. Но море, кстати, остается теплым. Если солнце вы увидите после октября меньше, и будут иногда дожди, но температура все равно держится по 20 градусов. Даже в январе около 20, 18, 17. Ну, это приемлемая погода. Ребята говорят, что они в январе здесь купались. Ну, немножко так бодро, но вода теплая. Ох, какое море, а! Кстати, вы можете даже сэкономить и прийти вот на этот пляж. Тут тоже песочек. Тут никто с вас денег не возьмет. Заходите, здесь купайтесь. Спокойный такой пологий вход, песочек. Можно под камушками понырять. Но крабов тут нет. Рыбы всякой много. И мелкой, и побольше. Кстати, да, вот на пляже меня укусила рыба одна. У меня была небольшая царапина на ноге. Видать, почувствовали запах крови и укусили ниже. И укусили так сильно, что потекла кровь. Прям кусок вырвали. Кожи с мясом. Ну, не такой глубокий, но текла кровь минут 5. Я не мог остановить. Ту-ту-ту-ту. А пляж закрывается, смотрите, действительно вечером. Народ такие. Изъеденные ржавчиной. Выглядят, как будто им уже 1000 лет. Ту-ту-ту-ту. Прикольно. Ну вот так. Показал я вам немножко пляж. Если бы я увидел это видео, я, может быть, сэкономил и пошел бы на этот пляж раньше. Но так как не знаешь, методом тыка сначала ходили влево, вправо. Пока. Да, кстати, люди сказали, что в Алании хороший пляж. Поехали туда на автобусе. 3 раза в день уезжает автобус. Он челночный, он просто в отель заезжает и забирает желающих до Алании. В Алании есть знаменитый Клеопатра Бич. Клеопатра Бич якобы когда-то египтяне завезли на кораблях давным-давно. Дань царицы Клеопатры завезли туда песок. И на этом пляже песок. Пляж очень большой. Но мы побыли там 2 часа, нам показалось немножко скучно. Мы взяли такси и поехали назад. Потому что там было очень много народу. С одной стороны много народу, с другой стороны скучно. Но это дело на любителя. Женщины купаются. Законы, как за обычаи или законы. Скорее всего, это уже обычаи. Женщинам нельзя раздеваться. В бане. Вот какой-то, я считаю, моя точка зрения, что это унижение человека, унижение женщины.
Жабы, паранджи. Бред такой, средневековый. На спасение вообще девушка, она вообще голая купалась. Веревочка, даже стрингами нельзя назвать. Веревочки вообще. И без БХ. Ей можно. Хотя на внешность она чем-то походила на среднеазиатку. Смотрите, у них гордость, турецкие флаги развивается. Гордятся турки своей землей. Молодцы. Сплоченный народ. Ну, наверное, все. Пойду купаться. Вспотел. Жарко. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рад для вас.